Следующее гадание от бабы Зины для червовой дамы. Расскажу, кто это такая. Кто такая червовая дама? Она у нас символизирует либо молодую женщину, либо жену, молодую жену, женщину с русыми волосами. Также она бывает, показывает женщину, которая нравится очень многим мужчинам. Часто червовая дама может соперничать в любви с другими дамами. И, соответственно, она знает себе цену, она очень привлекательная, она очень красивая, и она следит за собой. Конечно же, червовая дама может показывать и другие качества. Например, большую чувствительность. Она настоящий интуит. Также червовая дама и обладает недюжинным умом. Между прочим, если она стала женой, она очень хорошая жена, верная жена. И в то же время многие мужчины завидуют тому, у кого есть в женах червовая дама. Соответственно, любой другой взял бы и увел такую женщину. Итак, мы с вами сейчас я перемешиваю колоду предварительно. А теперь беру ее и провожу над свечой. Дальше снимаю, тасую ее 7 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И вы представляете, как снимаете 4 раза левой рукой. Да, в старинных гаданиях снимали 4 раза. 2, 3, 4. В общем, если вы себя ассоциируете с червовой дамой, то мы сейчас с вами будем гадать. Берем вот так потом колоду после того, как вы уже подсняли, перемешиваем. Это обязательно. Старинные все гадалки обязательно перед раскладом все равно перемешивают колоду рандомно, чтобы карты легли как лягут. Да? Вот как лягут, так лягут. Чтобы ничего не могло мешать самой по себе колоде. И по старинному бабушкиному способу раскладываем колоду на 5 кучек перед нашей червовой дамой. Очень важно, чтобы вы смотрели, как я раскладываю карты, и думали над своей жизнью. И 16-я карта кладется вот сюда. Давайте же мы с вами посмотрим. Первая кучка у нас символизирует вашу, так скажем, дела сердечные, любовную жизнь. Соответственно, о чувствах и интересах она расскажет. Карты мы здесь обратно переворачиваем, потому что перевернутые цыганские карты не читаются. Тут у нас тоска, скорбь и постоянство. Карты буквально говорят о том, что как бы вы ни любили, как бы у вас сначала не складывались нормально, может быть, отношения, но все равно все ваши личные любовные отношения приводили к одному и тому же. К тому, что вы сначала могли начать скучать по человеку, потому что он как будто бы даже рядом с вами, но отсутствует. Потом вы впадали в полную скорбь, отчаяние, переживания, и, может быть, даже происходило расставание. И потом вы переходили уже в стабильную стадию вашей жизни. Карты, знаете, как показывают, что вам сейчас может быть кто-то дорог, но вы точно знаете, что в вашей личной жизни все всегда приводит к одному и тому же, что у вас какая-то тяжелая личная карма. Судьба ваших отношений всегда как будто бы приводит к одному и тому же. Какими бы отношения сначала не были хорошими. Как бы вы на них ни надеялись, что бы вы ни делали, вы все равно не можете себе найти отношения, где было бы все вот действительно как, не знаю, в книжных романах, да, или, может быть, у людей, которые являются для вас каким-нибудь примером.
там, не знаю, родители, друзья, бабушки, дедушки, там, может быть, родители вашей подруги, которых вы увидели, да, что они могут там жить вместе всю свою жизнь, и все вроде бы как хорошо, но вы без разочарования не можете строить свою личную жизнь. Вот карты здесь показывают, что ваша личная жизнь всегда сводится к одному и тому же. Потом вы входите в стабильность. И, может быть, даже какие-то, знаете, ваши прошлые отношения и многие ошибки привели вас все-таки к постоянным отношениям. То есть карта постоянства, она очень крепкая карта на самом деле. И она говорит о том, что вы могли много раз споткнуться, упасть в личных отношениях, но потом прийти к постоянным отношениям. Однако постоянные отношения не значит страстные и очень хорошие отношения. Это именно обыденные отношения. То есть вы так и не нашли для себя той картинки, вот, которую вы себе с детства рисовали. Вы не нашли для себя, может, той страсти, той любви, которая бы всегда вот горела огнем. Это для вас на самом деле было важным. Вы хотели бы быть рядом с человеком, который вас привлекает именно в сексуальном смысле. И, соответственно, у вас не произошло того, чтобы вот страсть кипела бы всю вашу там, жизнь или долгие годы с каким-то человеком. Если даже и кипела, ну тогда через разочарование, через какие-то постоянные грабли. Если же отношения постоянные, нормальные, обыденные, тогда там опять же и страсть не кипит. То есть вы не нашли то, о чем вы вот на самом деле мечтали в любви. Вот так не сложилось, пока не получилось. Следующие карты показывают печали ваши, невзгоды и горести. У нас здесь карта друг, карта комната и карта служанка. Я так вижу по этим картам, что сначала у вас действительно складывались какие-то хорошие, крепкие, дружеские, нормальные, не знаю, отношения. Может, у вас была какая-то постоянная подруга или подруги, или, может быть, с коллегами по работе вы общались очень хорошо. Но впоследствии вы поняли, что был момент использования, что на самом деле вы играли совершенно для этих людей другую роль. И получается так, что как, ну, вот ваша жизнь складывается, да, таким образом, что вы как от любви ожидали чего-то яркого, искрометного и интересного, что-то опять не заладилось. И то же самое с дружбой. Вы разочаровываетесь в людях, судя по этим картам. Вы действительно попадаете в те ситуации, где, ну, допустим, пытаются ущемить чувство вашего собственного достоинства, где пытаются, может быть, воспользоваться вами, как будто бы, ну, вплоть до того, что вы должны прогнуться, вы должны постоянно, как вам кажется, там, не знаю, унижаться, да, и вам бы этого не хотелось. То есть это вас действительно вводит в тупик в жизненный, и вы не знаете даже, как с этим справиться. Вам уже кажется, что на равных с людьми общаться на самом деле нельзя и невозможно. И дружить нормально невозможно с теми, кто чуть-чуть в чем-то вас лучше, там, по статусу выше или богаче. Это уже точно не вариант для дружбы. Хотя раньше вы думали иначе, что неважно, какие социальные сословия, там, разные менталитеты или еще что-то, главное дружба. Но потом вы убедились, что это не так, что везде есть подстава, предательство и на самом деле еще и сплетни за спиной. Смотрим следующие карты о ваших значимых событиях в скором времени, что они расскажут. Здесь у нас карта услуга, здесь подарок и здесь путешествие. Карты говорят, что в скором времени вас ждет дорога, это совершенно точно, но перед этим вам именно курьер принесет подарок. Да, вам человек не лично сделает подарок, этот подарок будет как будто бы доставлен. Это для вас будет действительно очень значимым событием, потому что это отмечает какие-то ваши приятные качества характера, это отмечает то, что человек к вам очень хорошо относится и действительно вами дорожит. Я так считаю, что когда приносят подарок, пусть даже курьером, это всегда говорит о расположении и о том, что вас ценят, любят и действительно хотят с вами быть. Карты показывают взаимную любовь и чувства.
Они говорят о том, что рядом с вами будет человек, достойный вас, и тот, который действительно ценит свое время, проведенное рядом с вами, и даже вдали от вас он ценит то, что вы отдаете ему предпочтение. Карты здесь говорят о богатом человеке или состоятельном, и вы отправляетесь в путешествие. Скорее всего, это путешествие будет посвящено вашему любимому человеку. Это будет яркое путешествие, это будет очень хорошее, богатое путешествие, положительное, со всеми новыми впечатлениями и эмоциями. И, наконец-то, все сложится так, как вы на самом деле для себя мечтали и хотели. Карты здесь говорят о хорошем будущем. Я, конечно, еще буду выкладывать на будущее, но пока что значимые события будущего показывают, что вас ждет процветание и что вас ждет дорога, переезд, возможно, даже. То есть, может быть, да, вы сначала съездите куда-то, там, не знаю, отдохнете или проведете время с тем, кого вы любите, или с теми, кого вы любите. Если вы в браке находитесь, конечно, вы всей семьей можете куда-то поехать, но перед этим ваш, получается, супруг очень вас отметит, вот конкретно отдельно, что-то для вас сделает такое, что вам будет очень нравиться, и вы поймете, что на самом деле огонь не погас. Вот. Но дальше возможно, что вас ждет большая дорога. Ну, например, вы посмотрите новое место и поймете, что вам хочется там жить. То есть карты, они здесь не просто одно путешествие показывают и все, а именно какую-то перспективу на будущее, что можно переместиться и совсем куда-то. Или на долгое время, по крайней мере, покинуть одно место и жить долгое время в другом месте. Что покажут карты про ваше прошлое? Тут у нас, значит, вышла карта смерть, вышла карта старая дама и вышла карта надежда. В прошлом вы, скорее всего, кого-то потеряли, кто был вам очень дорог. Может быть, это связано с какой-то женщиной, но на самом деле не факт. Сам факт это то, что от нее, допустим, могла быть поддержка, надежда, да, поддержка. Но в любом случае получается так, что если даже связано с потерей какой-то пожилой женщины, то она стала вашим ангелом-хранителем, и именно она дает вам поддержку в жизни, надежду, да, на будущее. Если нет, то она вам просто вот, да, какая-то, ну пусть даже живая пожилая женщина дает вам очень большую надежду и пытается вас охранять от любых невзгод. Но перед этим у вас что-то было, вот потеря. Не обязательно даже, что, может быть, кто-то умер. Вы могли развестись или потерять любимую работу. Что-то произошло. Но при этом ваша жизнь позже устаканилась, и вы привыкли жить с этой мыслью. Вы смирились с этой мыслью, да, что в вашей жизни что-то такое вот оборвалось, что жизнь разделилась на две половины, на до и после, что какая-то произошла такая потеря. Да, вы в связи с этим трансформировались, да, в связи с этим у вас произошли какие-то, да, внутренние перемены, вы приобрели колоссальный опыт. Но вам так случилось, да, пережить что-то очень серьезное, тяжелое. И, конечно, все мы обретаем опыт только через тяжелые вещи. Нет людей, которые бы приобрели опыт через счастье, радость и там, заботу Вселенной. Заботится Вселенная, но она и таким вот способом заботится, что вам нужно было что-то, вот кого-то или как-то вот потерять в жизни, чтобы обрести что-то другое и не хуже, как говорится, совершенно не хуже. Теперь смотрим ваше будущее. Что скажут карты в будущем? Карты показывают любовь, карты показывают дворянина и лживость. Это не значит, что ваш дворянин, который у вас в будущем будет, с кем вы будете вместе, и у вас будет большая любовь, он лживый. Нет. Скорее всего, у вашей любви будет враг. Или уже есть. Карты показывают здесь, что вы обретаете действительно ту любовь, которая вам всегда снилась во снах, и вы, которые мечтали в детстве. Вы знаете, многие женщины совершают целую кучу ошибок из-за того, о чем они мечтали в прошлом. И, соответственно, натыкаются иногда не на тех людей, особенно те, которые не соответствуют, предают там, или не выполняют своих обещаний. Но у вас вот так вот идет история жизни, да, что вы держите марку, как говорят, вот этой червовой дамы,
Вы так и остаетесь привлекательной, вы так и остаетесь очень приятной и нужной женщиной. И, соответственно, вот в один прекрасный день так случается или уже случилось, что рядом с вами появляется достойный человек. Тот, который всегда будет вас ценить. Но и у этой любви будут враги. Лживый человек рядом. Кто будет перед этим человеком, перед дворянином, представлять себя хорошей, да, или хорошим. Вот понимаете, такое бывает, что люди начинают лебезить, притворяться, говорят, мы друзья, там, ой, я дружу со своей бывшей женой, или я дружу там со своей вообще бывшей свекровью, даже такие истории бывают, или там еще с кем-то, у меня есть женщина, друг, многие мужчины так, и они не подозревают, что на самом деле это очень лживый человек. Они думают, нет, человек этот хороший, вот просто в жизни натерпелась, я ее буду защищать, а с тобой буду строить отношения. Но на самом деле та, которая забралась как змея, да, или как кошка вот тут вот, она, получается, и есть самый настоящий злобный враг. И вам придется ее преодолеть, потому что она забирается с помощью доброты. Она забирается с помощью того, чтобы надавить у дворянина на жалость. Она забирается в вашу семью, ваши отношения и пытается строить свои интриги. Вам придется ее победить, иначе какое тут счастье. Хорошо, чем сердце успокоится? Сердце успокоится утешением. Вот видите, прям идет утешение на сердце. Это значит, что вы справитесь на самом деле в будущем со всеми врагами, трудностями и препятствиями для вашей судьбы и особенно для личной жизни. Карта утешения показывает, что у вас есть ангел-хранитель, и мы здесь это тоже видели. У вас есть ангел-хранитель, причем женского рода. И, соответственно, это, скорее всего, хранитель вашего рода, хранительница, а не только ваш ангел-хранитель. И вам придет утешение, вам действительно придет утешение в жизни, что вы преодолеете и лживость чью-то, и останетесь в ваших любовных отношениях, о которых вы именно мечтали. И все ваши подарки и переезды, это все останется с вами. Теперь мы смешиваем карты и достаем 3 итоговые карты, которые завершают этот расклад. Мы с вами сейчас опять вот так возьмем и все карты цыганские просто вот так перемешаем и достанем 3 карты, которые являются, ну так скажем, советом, выходом, итогом этого расклада, напутствием этого расклада. 1, 2 и 3. Давайте смотреть. Первая карта – это павлин, высокомерие. Вторая карта – это у нас мыслитель, ученый. И третья карта – это болезнь. Карты здесь показывают, что выходом вообще из любых ваших трудных ситуаций, из любых ваших каких-то жизненных проблем является обращение к человеку, к старому мужчине, который болен. Он на самом деле уже давненько болен, и вам нужно преодолеть свое внутреннее высокомерие и какую-то гордость, чтобы обращаться к этому мужчине. Вы, наверное, на него в жизни немножечко обижены. Либо этот человек уже умер и болел, и вам нужно с ним поговорить, когда он уже духом является, тоже такие бывают случаи. Либо этот человек еще пока, допустим, живой, но очень в возрасте, и вам нужно преодолевать себя, чтобы поговорить с этим человеком, спросить его совета, помощи, благословения. Вот как в Индии, да, любой баба, это старик, отец, ему целуют руку, и несмотря на то, что человек может быть и сварливый, и какой угодно, его уважают. Уважают маму, да, и бабу. И, соответственно, вот здесь я считаю, что нужно проявить уважение к старому человеку, несмотря ни на что. Как будто бы пожилой мужчина, может, это отец вашего любимого человека, может, его дед, может, ваш отец или дед, или какой-то дядя, или, может, это ваш начальник, который уже в возрасте. Но вам нужно с этим человеком очень уважительно относиться, несмотря на то, что вы не хотите этого. Вот поклонитесь этому человеку, вы увидите, как вся ваша жизнь изменится к лучшему. Вот такой ответ сегодня дали карты. И бабушкин расклад, моей бабы Зины расклад для червовой дамы. А я иду к трефовой даме.